Михаил Плетнев – это фигура абсолютно уникальная. Это пианист-виртуоз, чьи интерпретации Чайковского и Бетховена признаны мировой классикой. Это дирижер, основавший первый частный независимый оркестр, и композитор, создающий собственные произведения. Однако за престижными наградами, препинаниями со Стэнвей, премиями Грэмми и международным признанием скрывается чрезвычайно драматичная судьба. Судьба человека, пережившего громкие скандалы мирового масштаба, разрыв со своим главным детищем, Российским национальным оркестром, и вынужденного строить музыкальную жизнь заново, за пределами родины. Как пианист из Архангельска стал легендой сцены? Через какие испытания ему пришлось пройти? И почему его имя до сих пор вызывает бурные дискуссии? Давайте разбираться. Что делает музыканта гением? Техническая совершенность? Безупречное попадание в ноты? Для Плетнева все это лишь базовый минимум. С самого начала своей карьеры он принципиально отказался от роли исполнителя-транслятора, который слепо следует традициям. Он всегда переписывал партитуру вместе с автором. Но эта же бескомпромиссность Плетнева моментально создавала Плетневу врагов. Один из самых ярких примеров его характера – бунт против главных монополистов академического мира. Десятилетиями главным и практически единственным стандартом для академических сцен оставались рояли Стэнвей. Все играли на Стэнвей, это было неписанным правилом. Но Плетнев заявит, современный Стэнвей утратил душу и индивидуальность. Он публично откажется от этих инструментов и перейдет на японские рояли Каваи, заставив фабрику подгонять инструмент под его жесткие персональные требования. Для консервативного мира классики это на то время было настоящим вызовом индустрии. Плетнев – это редчайший в современной культуре тип универсального музыканта. Как пианист он ошеломлял слушателей феноменальной памятью и виртуозностью. Как композитор он подарил миру переложение балетов Чайковского, которые сегодня входят в золотой репертуар пианистов по всему миру. Как дирижер он создал структуру, которая перевернула представление о музыкальном менеджменте. Но путь независимого одиночки, привыкшего рассчитывать только на собственное видение, неизбежно ведет к столкновению с реальностью. За 50 лет в искусстве Плетнев прошел путь от советского вундеркинда, зажатого в рамки госконцерта, до создателя первой независимой музыкальной империи в 90-х, а затем через оглушительный репутационный шторм 2010 года в Таиланде, который чуть не поставил крест на его имени. Ну и крах 2022 года, когда ему пришлось навсегда оставить оркестр, создаваемый десятилетиями, и начать все с чистого листа за рубежом. Как закладывался фундамент этого феноменального таланта, из чего начинался путь мальчика, заставившего весь мир слушать советскую пианистическую школу совершенно по-иному. Победа на конкурсе Чайковского в 1978 году должна была стать безупречной триумфальной вершиной для 21-летнего пианиста. Но этот оглушительный успех сопровождался глубокой трагедией, а уход главного наставника навсегда изменил его взгляды на музыку и жизнь. Чтобы понять, как сформировался его уникальный почерк, нужно вернуться к самому началу. Плетнев родился в Архангельске в 1957 году в семье музыкантов. Его отец был известным баянистом и педагогом, а мать – пианисткой и концертмейстером. Детство прошло в Саратове и Казани. Инструменты окружали его с самых первых лет жизни. Сначала он учился в специальной школе при Казанской консерватории, но рамки школы быстро стали тесны для его масштаба. Уже в 13 лет, в 1970 году, Михаил переезжает в Москву и поступает к Евгению Михайловичу Тимакину в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории.
На то время это была главная кузница гениев Советского Союза, куда съезжались самые одаренные дети. В 1974 году 17-летний Плетнев становится студентом Московской консерватории. Там он попадает в класс одного из величайших пианистов и педагогов XX века, профессора Якова Владимировича Флиера. Именно Яков Флиер разглядел в молодом Плетневе тот аналитический, оркестровый склад мышления, который позже сделает его дирижером. Но на самом взлете этого союза происходит трагедия. В 1977 году Яков Флиер скоропостижно уходит из жизни. Для молодого Плетнева это становится тяжелейшим ударом. Он теряет не просто учителя, а ментора, который верил в него безгранично. После его смерти он переходит в класс другого выдающегося пианиста Льва Николаевича Власенко. Власенко проявляет огромную мудрость. Он понимает, что перед ним уже сформировавшийся, готовый художник, и не пытается ломать его, а наоборот, он помогал сконцентрироваться и готовиться к главным испытаниям в жизни советского музыканта, которые ждали его впереди. 1977-1978 годы становятся для Плетнева стремительным восхождением на музыкальный Олимп. Сначала уверенная победа на всесоюзном конкурсе пианистов в Ленинграде, а уже в 1978-м 21-летний Михаил Плетнев завоевывает первую премию и золотую медаль 6-го международного конкурса имени Чайковского в Москве, в котором он принимал участие как ученик Якова Флиера, на тот момент уже покойного. Победа на конкурсе Чайковского моментально открывает перед ним двери лучших концертных залов. Он был принят солистом в Московскую государственную академическую филармонию. Начинаются грандиозные международные гастроли по Европе, Азии и США. Плетнев выступает с крупнейшими коллективами мира, Берлинским филармоническим оркестром, Лондонским филармоническим оркестром, коллективами Мюнхена, Токио и Парижа. Но пока советская пресса воспевала очередное достижение советской исполнительской школы, сам Плетнев чувствовал сжатые рамки традиционной карьеры пианиста-виртуоза, заданные когда-то госконцертом, начали его душить. И именно тогда в его голове созревает дерзкий замысел, который изменит всю историю русской классической музыки постсоветских 90-х. Когда мы представляем себе известного пианиста, в голове возникает образ человека, который проводит за роялем по 6-8 часов, механически зазубривая пассажи до автоматизма. Но Плетнев разрушает этот стереотип. Главный принцип работы Плетнева – никакой автоматики. Он никогда не повторяет на автопилоте. Каждое прикосновение должно быть осмысленно в ту же секунду. Он всегда занимался не пальцами, он занимался слухом и головой. У Плетнева развито редчайшее качество – абсолютный слуховой контроль со стороны. Находясь за инструментом, он способен феноменально оценивать собственное звучание так, словно сам сидит где-нибудь в 30-м ряду зрительного зала. Он слышит не то, что он хочет сыграть, а то, как это реально резонирует в пространстве. Но самое главное в его пианистическом методе – это его оркестровое мышление. Работая над обычной фортепианной фактурой, он мысленно поручает разные голоса разным инструментам оркестра. Левая рука у него звучит как плотная группа виолончелей или контрабасов, средний регистр как деревянно-духовые, допустим, верхний регистром это как, допустим, флейты или прозрачные скрипки. Именно этот подход позволил ему создать свои фортепианные транскрипции балетов. Он работал здесь не просто как пианист-исполнитель, а как дирижер, переносящий всю партитуру Большого симфонического оркестра на клавиши рояля. Такой глубокий аналитический подход неизбежно привел Плетнева к внутреннему профессиональному кризису. Когда музыкант слышит и мыслит музыку настолько объемно, 10 пальцев и 2 педалей рояля рано или поздно начинает банально не хватать. Фортепиано при всех его невероятных возможностях становилось для мышления Плетнева слишком узкими рамками. Он просто вырос
из одного инструмента. Ему требовался весь оркестр, чтобы воплотить ту многослойную звуковую картину, которая уже звучала в его голове. И этот переход от рояля к дирижерскому пульту был не просто капризом, а абсолютной неизбежностью. В 90-м году, на пороге развала Советского Союза, когда экономика трещала по швам, а культура оказалась последним, о чем думают люди, создать первый в истории страны частный и независимый оркестр казалось безумием. К концу 80-х годов Михаил Плетнев уже был пианистом с мировым именем, но рамки сольной карьеры становились для него все более тесными. Его дирижерский дебют состоялся еще в 80-м году, когда он встал за пульт Ярославского симфонического оркестра. Позже он выступал в качестве приглашенного дирижера с коллективами Ульяновска, Саратова и Казани. Но быть просто приглашенной звездой Плетневу было недостаточно. Ему нужен был собственный инструмент, коллектив, с которым он мог бы выстраивать совершенно новую звуковую философию. 90-й год стал поворотным. Плетнев основывает Российский национальный оркестр. Первый в истории современной России оркестр, не финансируемый государством, финансируемый из частных источников и грантов. Идея привлекла лучших из лучших. В состав оркестра вошли сильнейшие музыканты страны, солисты ведущих оркестров Москвы и Ленинграда, многие из которых оставили привычные места ради амбициозного эксперимента Плетнева. Уже первый концерт произвел фурор, а последующие гастроли по США и Европе окончательно закрепили за коллективом статус культурного феномена. Газета The Gramophone назовет дебютный альбом оркестра с записью 6-й симфонии Чайковского лучшей интерпретацией произведения в истории. И с 1996 года Плетнев переезжает в Швейцарию. Оркестр Плетнева стал главным музыкальным послом новой России на Западе. Его дирижерский стиль поражал критиков своей аналитической точностью, сдержанностью внешних жестов, и при этом музыканты оркестра понимали его с полувзгляда. Также он стал первым российским оркестром, подписавшим контракт с легендарным лейблом Deutsche Grammophon. А в 2005 году произошло историческое событие. Плетнев и его оркестр были удостоены премии Грэмми. Плетнев получил премию совместно с Мартой Аргерич за лучшую камерную запись, исполнение сюиты из балета Прокофьева «Золушка». Оркестр же получил премию отдельно за запись сказки «Петя и волк» Прокофьева. Рассказчиком выступил Билл Клинтон, а Михаил Горбачев записал русскоязычные прологи и эпилоги с последующим английским переводом. Это был уникальный релиз. Текст классической сказки Прокофьева озвучила Софи Лорен. По словам инспектора и библиотекаря оркестра Валентина Тесля, Михаил Плетнев непосредственного участия в проекте не принимал. Ну а в качестве дирижера было решено позвать Нагану, как раз из-за прицела на премию. Итак, цитирую его слова. «Запись изначально создавали с расчетом на Грэмми, а для этого нужен был топовый американский дирижер. Нагана и сегодня очень известен, а на тот момент он был в зените славы». Конец цитаты. Ну и, как вы уже поняли, Академия звукозаписи не прошла мимо релиза. Президенты и Софи Лорен красиво отправили деньги на благотворительность, а мировой резонанс оказался сильнейшим. И пусть слушали эту запись куда меньше людей, чем слышали о ней, инициаторы своих целей достигли. Экс-лидеры двух держав продемонстрировали дружбу и взаимопонимание, хотя ни разу не встречались в студии при этом. А отличный оркестр укрепил свои международные позиции. Шедевр же Прокофьева закрепил за собой вечно зеленый статус. Все происходит по-другому, потому что и мир изменился, и лес уже не такой, говорит Михаил Сергеевич в интермеццо альбома. И его слова сейчас выглядят пророческими. Оркестр Плетнева регулярно выступал на крупнейших международных фестивалях в Люцерне, Зальцбурге, Эдинбурге. Проводил собственные большие фестивали в Москве. С 15 февраля 2006 года Плетнев входит в состав Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству. В
В том же году был создан фонд поддержки национальной культуры его имени. В 2007 он осуществил в качестве дирижера-постановщика в Государственном академическом Большом театре России постановку оперы Чайковского «Пиковая дама». С этого же года участвовал в ежегодном международном фестивале «Крещендо». Казалось, Плетнев достиг абсолютного пика. У него было признание, собственный оркестр мирового уровня и статус живой легенды фортепианной сцены. Но именно на вершине успеха судьба приготовила для него самый тяжелый удар, который чуть не уничтожил его репутацию и карьеру за считанные дни. В июле 2010 года мировые СМИ облетела новость, которая шокировала академическое сообщество. Имя Михаила Плетнева гремит на весь мир. Но на этот раз вовсе не в связи с очередным триумфом на концерте или новой премьерой. В мировых СМИ вспыхивает новость, похожая на страшный сон любого публичного человека. Полиция обнаружила в его доме компрометирующие фотографии, на которых Плетнев запечатлен с несовершеннолетними. Музыкант был выпущен на свободу под залог в $9 тысяч. Итак, дирижер и пианист Михаил Плетнев, которого в Таиланде обвиняют в растлении несовершеннолетнего, сегодня наконец прокомментировал разгоревшийся вокруг него скандал. Музыкант дал пресс-конференцию после прилета в Москву. Он заявил, что обязательно вернется в Таиланд в назначенный судом срок, чтобы доказать свою невиновность. При этом Плетнев не стал отрицать, что однажды уже проходил по похожему делу на родине. Подробнее Ольга Скобеева. Как обычно, отдыхал в тайском спортивном клубе, подошли полицейские, не вдаваясь в подробности, предъявили ордер на обыск. «Неприятно», — говорил сегодня Плетнев, но в итоге, как ему показалось, все закончилось благополучно, ведь ничего не нашли. Все слухи лауреат премии Грэмми назвал провокацией. Доказать, что невиновен, Плетнев теперь считает делом чести и отрицает, что замешан в грязных историях. Хотя скандал 20-летней давности, музыканту было предъявлено похожее обвинение. В 89-м его оправдали, сегодня тоже пришлось комментировать. Что касается дела, которому вы говорите, 89-го года, там, получилось так, что действительно я каким-то образом, каким-то блоком там проходил. В июле 2010 года Плетнев был арестован в Таиланде, где владел 2 домами в связи с обвинениями в растлении малолетних. Полиция провела у него обыск, изъяв материалы в связи с расследованием дела возбужденного против гражданина Таиланда, который, по словам Плетнева, арендовал у него один из домов и присматривал во время его отъездов за вторым, в котором жил сам музыкант. По словам представителя полиции Паттайи Критхит Анканарата, жертвой действий самого Плетнева стал 14-летний подросток. Как сообщали тогда РИА Новости, заведующий консульским отделом посольства Российской Федерации в Таиланде Андрей Дворников комментировал это так, цитирую: «Полицейские сообщили Плетневу, что против него дали показания несколько тайских граждан, задержанных ранее за педофилию и производство детской порнографии». Конец цитаты. А законодательство Таиланда предусматривает за растление малолетних тюремное наказание на срок до 20 лет. Пианист отрицал все обвинения. Вот это как раз, мне кажется, важное будет заявление, что никаких злодеяний я не совершал. Я всегда являлся и являюсь противником насилия всяческого рода и между людьми, тем более уж в 3 раза, может в 100 раз больше, когда речь идет о детях. В связи с арестом были отменены выступления Плетнева на Эдинбургском международном фестивале, новостные ленты Forbes и ведущие телеканалы «Планеты» мгновенно подхватывают заголовок: «Всемирно известный дирижер подозревается в тяжелейшем преступлении». Мировой скандал с обвинениями народного артиста России Михаила Плетнева в педофилии не стал для кого-то такой уж новостью. Ну а кто-то до сих пор в шоке. Я в шоке. Я в шоке. За это вообще убивать надо. Пресса смаковала каждую деталь, а издания устраивали настоящую охоту за каждым шагом Плетнева. Плетнев никогда не был женат и замечен в связи с женщиной. Он никогда не преподавал, а там открыл школу. В его оркестре в последнее время происходят какие-то внутренние бунты, которые подавляются. Это факты, которые лежат на поверхности. Тайские власти обвиняют его в изнасиловании. Это серьезно. То есть не просто совращение малолетних, а насилие. Если это так, то картина ясная. Добро пожаловать в тайский тюремный all-inclusive. Однако, вопреки ожиданиям,
Плетнев не стал скрываться или отмалчиваться. Он держался исключительно спокойно и уверенно. Он открыто заявил: «Все обвинения – полнейшая ложь и недоразумение. Я готов полностью сотрудничать со следствием, чтобы очистить свое имя». Таиландский суд освобождает Плетнева под залог. Более того, видя полное отсутствие улик, суд дает ему разрешение выезжать из страны для продолжения своей концертной деятельности при условии регулярной явки. Плетнев дисциплинированно летает в Таиланд, выполняя все требования следствия и суда, показывая готовность идти до конца. И мы сегодня... ли деньги для него? Да, понятно, деньги небольшие, но бадминтонный клуб, 2 скутера, 1 катер. И мальчик. Наверняка. И мальчик 100. Расследование длилось почти полгода. Полиция Таиланда и Департамент специальных расследований тщательно проверяли каждый факт, каждую фотографию, каждую деталь. И итог этого процесса был однозначным. В декабре 2010 года прокуратура Таиланда официально объявила: никаких оснований для возбуждения уголовного дела против Плетнева нет. Все подозрения были полностью сняты, а дело закрыто за отсутствием состава преступления. Обвинения-то сняли, но какова была цена этого информационного шторма в России? Однажды за ужином в ресторации не то что приобрел, а умыкнул газету под названием «Бангкокская почта». А она содержит такой вот слоган «The newspaper you can trust». Газета, которой ты можешь доверять. Я доверился этой газете. И что самое интересное, это вот центральная газета, да, Таиланда. На самой главной полосе, на первой, сверху, это передовица, статья под названием «Sex Charge Maestro in Dubai». Значит, они... Тут в статье вкратце говорится, что дело, в котором замешан Михаил Васильевич, расследовалось в целом, да, вот со всеми фигурантами, не первый год, что следователи, которые предъявляли Михаилу Васильевичу какие-то обвинения там или вот как-то претензии, они занимались этим действительно делом долго, и они обескуражены, то есть полицейские офицеры Паттайи, Таиланда, обескуражены тем, что Михаилу Васильевичу удалось так легко уехать из страны за сравнительно небольшой залог. Значит, ему предъявили обвинение в том, что он совершил этот акт без согласия. И сначала этот ребенок, вот этот якобы 14-летний таец, он говорил о том, что какими-то обманными путями меня завлекли. При помощи НЛП. А теперь появилось сообщение о том, что этот же ребенок дает интервью, о том, что говорит, что да нет, собственно, все по согласию было. Вот это... Смотрите. Вы успели, что ли, ребенку жвачку подарить? Я не знаю. Я сразу коротенько, просто чтобы в сторону не уходили мы. Речь не идет об изнасиловании. Вот как раз изнасилования и вот этого обвинения не было. Речь идет об создании детской порно-студии. И не в первый раз Михаилом Васильевичем. Уже в 2000-х годах, так, подожди. в принципе, вот здесь 4 его сокамерника подтверждают это. Это еще... В медиа действует жесткое правило. Громкий заголовок с обвинением печатают на первой полосе, а мелкую заметку об оправдании на последней. Плетнев столкнулся с колоссальным психологическим давлением, но коллеги по цеху и профессиональное музыкальное сообщество в большинстве своем его поддержали. Что вызывает у вас отвращение? Двуличность. Как бы вы хотели умереть? Внезапно. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Я попросил прощения за все плохое, что бы я сделал, что я смог сделать. Кажется, главная буря миновала, и впереди только спокойная творческая зрелость. Но ровно через 12 лет произойдет вторжение России на земли независимого соседа – Украины. Крах 2022 года коснется и Плетнева. И ему придется принять самое сложное политическое и личное решение, которое навсегда отберет у него главное дело его жизни. Так, а здесь нужно вспомнить один мемный феномен. Потому давайте немного отвлечемся и хронологически переместимся в 2019 год.
когда случилось то самое легендарное пермское интервью, которое стало вирусным в музыкальной и журналистской среде. Михаил Васильевич, рада вас приветствовать снова на Пермской земле. Спасибо вам огромное за прекрасное выступление. Скажите, пожалуйста, чем обусловлен выбор сегодняшней программы? Ну как-то вы готовились, то есть вы выбирали программу, чем обусловлен? Почему именно эти Чем-то обусловлен, я забыл чем. Через несколько часов после публикации оригинал записи был удален, однако копии видео уже разошлись по интернету. Итак, если вы спросите у российских музыкальных журналистов, у кого из академических музыкантов брать интервью сложнее всего, большинство назовет именно Плетнева. На мой взгляд, дело все-таки здесь в том, что Плетнев органически не переносит попытки сделать из него удобную, белую и пушистую звездную персону. Очень часто он отключает всякую вежливость и переходит на язык ледяного сарказма. Его знаменитая фраза в ответ на вопрос журналиста перед концертом «Зачем мне дрожать перед выходом на сцену? Пусть публика дрожит», давно стала крылатой цитатой, но это были еще цветочки. А настоящий апогей его общения с прессой произошел как раз в 2019 году после гастрольного концерта в Перми. Так к Плетневу в гримерку зашла местная журналистка. На ее шаблонные вопросы он начал отвечать с такой степенью снобизма и отчуждения, что видеозапись моментально разлетелась по соцсетям и вызвала бурные дискуссии. Так маэстро с трагической миной и невероятно серьезным лицом одновременно перевел весь их разговор на содержимое гримерного буфета. Этот шедевр абсурда длился несколько минут. Плетнев сокрушался о том, что его не угостили блинчиками, и смаковал деталь про сливу в шоколаде с таким видом, будто разбирал философский смысл 4-й симфонии Малера. Вот эти вот конфетки, которые здесь лежат, вот сливы в шоколаде, да? Просто великолепные. Великолепные. Серьезно. Мне кажется, в прошлый раз тоже их ел. Запомнилось. Мы рады, что было хорошее впечатление в нашем городе. У нас через год большой юбилей, 85 лет в филармонии Пермской. Пожалуйста, поздравьте с филармонию и пермских слушателей. С чем? С юбилеем, 85 лет. Поздравляю с юбилеем. Пожелайте чего-нибудь. Желаю всего хорошего. Интернет тогда раскололся на два лагеря. Одни обвиняли пианиста в высокомерии, токсичности, отсутствии элементарной вежливости и субординации, даже в хамстве по отношению к журналистке. Другие же защищали Плетнева, утверждая, что его интеллект просто не выдержал поверхностных вопросов, и он решил превратить унылую обязаловку в перформанс и абсурдную комедию. Но если почитать музыкантов, то в соцсетях и в комментариях сайтов, которые постили эту новость, полно и таких комментариев, мол, старик прямо как Казарновская разучился играть, но до сих пор, мол, этого, видимо, не понял и продолжает гнать свою унылую халтуру, а адепты его фан-клуба всячески эту халтуру поддерживают, скупая билеты и называя спящий мешок у рояля божьим провидением и чудом. И находятся еще, мол, придурки, которые поддерживают такие вот неуважающие журналиста интервью. Абсолютно нормальные вопросы она задавала, на которые можно было и нормально ответить. Либо сказать, что не даешь интервью. Так бы поступил любой уважающий других людей музыкант. А этот говнюк, кроме себя великого, никого не уважает. Я бы на месте этой интервьюерши ему в рожу харкнул. А не терпел бы такое ублюдское поведение зазнавшегося дедушки. Причем это уже не первое такое его интервью. Вы все говно, а я Д'Артаньян. Но сарказм в этом интервью – это лишь вершина айсберга. На репетициях Плетнев жесток и требователен к музыкантам. Музыканты Российского национального оркестра признавали, что у маэстро нет традиции хвалить или раздавать комплименты. Молчание как высшая оценка.
Если Плетнев после репетиции ничего не сказал, это значит, что все сыграно идеально. Если же он начинает говорить, то его замечания бьют безжалостно. Так на сцене он выглядит абсолютно непроницаемым, без внешнего пафоса и романтического надрыва. Он никогда не пытался нравиться всем. Для него музыка – это и есть зона абсолютной правды, где не нужны фальшивые улыбки, вежливые обязательные реверансы и плохие конфеты в гримерке. А как научить творить? Никак. Невозможно. Ну, если из 100 человек только 2 творят, а все остальные воруют, как быть с ними? Никак. Так оно заведено. Просто смиряться. Наверное, значит, на данный этап так оно происходит. Ну, существуют какие-то системы воспитания. Ну, нет, по крайней мере, можно научить людей вести себя прилично хотя бы, не воровать уж. А музыка? Хотя профессия вора – это одна из самых древнейших и таких стабильных профессий. В целом, каждый, кто знаком с его персоной, уже давно заметил, что правда-то в том, что это его внешняя колкость, сарказм и недоступность для журналистов вовсе не каприз. Это защитный панцирь. Плетнев всегда был человеком глубокой внутренней эмиграции. В мире, где от артиста требуют постоянных улыбок и угодливости, он никогда ничего этого не совершал вне своего желания, даже если за этим закреплялась репутация мизантропа. Плетнев никогда не прогибался под обстоятельства и не лебезил. И вот когда перед ним встал главный жизненный выбор, он поступил ровно точно так же. Один день может перечеркнуть больше 30 лет созидания. Февраль 2022 года стал точкой невозврата для всего мирового сообщества и культуры. Михаил Плетнев, который к тому времени уже много лет жил в Швейцарии, но продолжал руководить оркестром и проводить в России масштабные фестивали, также оказался перед выбором. В отличие от многих российских коллег, которые выбрали либо молчание, либо поддержали совершение военных преступлений, Плетнев дает редкие, но предельно понятные интервью европейской прессе. Он публично и открыто выражает неприятие военных действий. Реакция со стороны российской государственной системы не заставила себя ждать. В течение 22 года в Российском национальном оркестре, основанном Плетневым еще в 1990 году на частные деньги и ставшим визитной карточкой страны, происходит смена руководства без ведома самого Плетнева. Российское министерство культуры назначает новым художественным руководителем оркестра другого дирижера. Для Плетнева это означало окончательный, невозвратный разрыв с Россией. Оркестр, в который он вложил 3 десятилетия жизни и объездил весь мир, отобрали и отдали в руки более лояльным к делам Кремля. Многие на его месте ушли бы на покой, в депрессию, ограничившись редкими сольными концертами за роялем. Но Плетнев отказался сдаваться. Словно повторяя судьбу самого Сергея Васильевича Рахманинова, великого композитора, который после событий 1917 года был также вынужден покинуть родину и строить жизнь заново на чужбине, вне русского народа, Плетнев принимает важное решение. Осенью 22 года в Братиславе он собирает музыкантов. К нему присоединяются 18 ключевых исполнителей, поддержавших маэстро и ушедших из Российского национального оркестра вслед за ним, а также ведущие приглашенные музыканты из Восточной и Западной Европы. Так рождается новый коллектив – Рахманиновский международный оркестр. Символизм этого названия, как вы понимаете, очень глубок. Это не просто дань уважения к 150-летию Рахманинова, которое мир отмечал в 23 году. Это манифест. Истинное искусство не подвластно кремлевским режимам. Плетневу удалось воссоздать то самое звучание, но уже на международной арене. Не хочет Россия его принимать? Окей. Он сделал даже лучше.
Он снова доказал, оркестр – это не сговорчивость властям, не печать и не финансирование Министерства культуры. Оркестр – это дух, это мастерство, это верность своему лидеру. Имя Плетнева по-прежнему вызывает жаркие споры. Бескомпромиссный одиночка? Трагическая ли он фигура ушедшей эпохи? Чтобы найти ответ, важно посмотреть на его наследие во всей полноте. Ведь Плетнев – это не только маэстро за пультом или за клавиатурой рояля, но и выдающийся композитор. Так его фортепианные транскрипции балетов Чайковского, а также сюиты Прокофьева «Золушка» вошли в золотой фонд мировой фортепианной литературы. А знаете ли, написать переложение, которое по богатству и колориту не уступает целому симфоническому оркестру, задача, с которой со времен Ференца Листа справлялись единицы. За транскрипцию «Золушки» для 2 фортепиано, записанную вместе с Мартой Аргерич, Плетнев, кстати, получил очередную премию Грэмми. Но он создавал и полностью оригинальные партитуры. Классическую симфонию, капричо для фортепиано с оркестром, концерт для альта, написанный для Юрия Башмета, и сонату для виолончели для Стивена Исерлиса. Уникальность Плетнева проявляется в каждой детали, вплоть до выбора инструмента. В мире классической музыки существует абсолютная монополия. Почти все крупнейшие пианисты играют на роялях Стейнвей. Это безопасный и проверенный стандарт. Но Плетнев в определенный момент своей карьеры наотрез отказался от этой стандартизации. Ведь для него рояль – это не просто какой-то там механический аппарат, а организм, который еще и должен реагировать на малейшее движение мысли пианиста. И этот его шаг в очередной раз показал нам его бескомпромиссность. Если система предлагает удобный шаблон, но он мешает искусству, Плетнев ломает шаблон. Вот и все. Его пример наглядно доказывает, настоящий художник не принадлежит одной стране, одному политическому режиму или эпохе. Как бы страна, режим или эпоха не пытались привязать насильно, удерживая гражданством, обязательствами или школой. Настоящее искусство не имеет границ и прописки. История академической музыки знает немало подобных трагических, но великих исходов. В 10-е годы 20 века из страны навсегда уехал Сергей Рахманинов, не приняв разрушение своего мира и приход нового. В 70-е годы систему советского госконцерта бросил Мстислав Ростропович, выбрав служение гуманизму, а не номенклатурным правилам. В 2022 Плетнев встал в этот же исторический ряд. Наверное, сейчас любители совка напишут, что советское государство воспитало его как продукт своей исполнительской школы, дало ему золотую медаль конкурса Чайковского и статус культурного посла за рубежом. Но когда от артистов его уровня потребовали публичной лояльности, поддержки военных действий или хотя бы конформистского замалчивания совершаемой трагедии, он это тоже не поддержал. Он прямо заявил, цитирую: «Война – это преступление, независимо от того, кто ее начал. Ни одному нормальному человеку война не нравится. Ее начинают глупые политики, которые используют пропаганду и манипуляции в собственных интересах». В большом интервью хорватскому журналисту и музыкальному критику Бранимиру Пофуку в августе или сентябре 2022 года, оно там вперемешку переводилось и публиковалось на разных ресурсах, Плетнев указал на исторический раскол и рабскую психологию, из-за которой общество оказалось подвластно жесткой руке, призвав прекратить умножение зла. Точные фразы маэстро из того интервью звучат так, цитирую: «Путин – это не причина проблемы, а лишь следствие. Проблема в том, что россияне так и не пришли к демократии. Так повелось с 1917 года. До сих пор преобладает рабская психология. Без Сталина или другой твердой руки россияне не знают, что делать. Демократия для них место, где они еще не были».
Его жизненный путь – это история бескомпромиссного служения искусству, в которой вершины мирового признания переплетаются с личными и профессиональными драмами. А кто для вас Михаил Плетнев? Безупречный музыкальный классик или противоречивая и иногда токсичная фигура на страницах современной фортепианной культуры? Делитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях, оставляйте свою реакцию и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие разборы. Всем пока!